Доброе утро, Стоп Гейм, в эфире Инфакт. Discord, народ, знаете Discord? Классная штука. Все для пользователей, ничего лишнего. Пока что. А вот Wall Street Journal сообщает, что скоро в мессенджере появятся полноценные рекламные интеграции. Прямо как в ваших любимых социальных сетях. Разве не круто? Вообще, справедливости ради, вроде бы да. Издание пишет, что недавно разработчики тестировали так называемые спонсорские квесты, особые активности, в рамках которых в играх нужно выполнять определенные действия, одновременно показывая стрим своим друзьям. В награду за выполнение будут выдавать какие-то внутриигровые ништяки. При этом рекламу можно будет отключить в настройках, а сама она будет учитывать расположение, возраст и интересы пользователя. Если верить данным журнала, соответствующие обновления начнут выкатывать на этой неделе. Впрочем, не верить смысла мало, представители Discord подтвердили правдивость этих данных. И хоть глава Discord не раз заговаривал о том, как не хочет на своей площадке никакой таргетированной рекламы, эта новинка максимально близко касается этой тонкой грани. Лишь один шаг. А вчера там появились лутбоксы. Но это, наверное, первоапрельская шутка, потому что в конце дали вот такое оформление на аватар. Заслуженно. Собственно, вы могли и не заметить, но 1 апреля вас само заметило. Игровые разработчики тоже заметили и напридумывали всяких шутейк разной степени реалистичности. У нас на сайте целый текстовый дайджест по этой теме найдется, ссылочку оставил, а мы же с вами пробежимся по самым смешнявым смешнявкам понедельника. CD Projekt Red выпустила в продажу еще одно физическое издание Cyberpunk 2077, так сказать, для фанатов ретро. 97 619 флоппи дискеток, на которые уместится Ultimate издание игры. Как говорят создатели, если носители менять вовремя и найти подходящий дисковод, на установку потребуется порядка 2 месяцев. Ghibli, студия Хаяо Миядзаки и Nintendo представили постер экранизации The Legend of Zelda. Посмотрели бы? Может, в VR? Nintendo как раз анонсировала свежую гарнитурку. Kinda. Virtual Boy Pro называется, а по функционалу не отличается от Apple Vision Pro. Но там Nintendo сама палит, что это пародия. Создатели Pal World анонсировали симулятор свиданий с палами. Больше, чем просто приятели. Попахивает зоофилией. Бежим дальше. Авторы House Flipper 2 тоже пошутили и добавили в свой симулятор ремонта режим «Пол — это лава». При этом предполагаемые полосы препятствий можно не только проходить, но и самому создавать, а потом делиться с другими через площадку Content Hub. Компания Devolver уже не раз ломала ожидания исполнением всяких безумных на первый взгляд вещей. На это 1 апреля корпорация анонсировала создание собственного реалити-шоу вместе со студией Neril, что отвечает за создание серии Reigns. Больше подробностей пообещали насыпать завтра. Как думаете, прячут анонсе какой-то новой игрушки? А вот создатели Among Us подошли к делу максимально серьезно и на целую неделю ввела в игру режим с длинношеями амогусами, включая и новые специально отрисованные анимации. Режим для игры опциональный, но доступный в ограниченное время, только до 8 апреля. Еще больше приколдесов найдете по ссылочке в описании, и там же, кстати, вас ждет еще одна шутка, вышедшая из-под контроля, но уже от наших авторов. Напомню о ней под конец. Переходите на утиную сторону, здесь есть... Ну, в целом все то же, что и в Rust или DayZ, но с утками про уток. Да, вчера было 1 апреля, но это вроде как настоящий анонс. В общем, утки, они умеют летать. Вот и играя за утку, открываются возможности летать, планировать, пикировать, спринтить во время полета и даже стрелять прямо в воздухе. Помимо PvP части есть еще и PvE, в качестве AI-врагов выступают бесперые человечки. В остальном описывается жанром выживач, собираем ресурсы, крафтим оружие и инструменты, строим жилища, есть социальные элементы, с другими утками можно подружиться, а мир игры будет храниться на сервере. За разработку и издательство отвечает компания Tiny Build, и в частности ее рижское отделение. Когда релиз, пока не сообщается, но вот на бета-тест в Steam подать заявку можно уже сейчас. Ремейк Silent Hill 2 получил оценку от американской возрастной комиссии ESRB. Финальный балл Mature 17+, то есть самое суровое для массового рынка. Однако любопытно не это. Свою оценку комиссия сопроводила небольшим пересказом самых горячих событий проекта. Ретранслирую его вам. В игре звучит слово «дерьмо». Господь. В бою можно применять пистолеты, дробовики, винтовки и ножи. В сражениях есть реалистично изображенный процесс стрельбы, включающий крики боли и брызги крови. Все ж так стреляют, да? В некоторых локациях находятся большие пятна крови, кишки и органы на стенах и полу, а также трупы. Катсцены и иллюстрации изображают эпизоды с жестокостью, пронзенными людьми, удушением подушкой, врагами с пришитыми кусками тел. А еще игра содержит сексуальный подтекст. Танцы на пилоне в стрип-клубе, плакаты с женщинами в откровенных нарядах, диалоги с аллюзией на секс и сексуальное насилие. И это не то чтобы совсем новое, но конкретно танцев на
шестей я в оригинале не припомню. Мария работала танцовщицей в баре Heaven's Night, и все это предполагалось, но вот чтоб так, своими глазами, разврат, осуждаем. Продолжая взрослые темы в играх. Лично не решился спросить у Google, каким именно образом термин «свободная компания» относится к домогательствам и проституции, но Microsoft уверена, что это так, и активно банит всех пользователей Xbox, использующих словосочетание в своей письменной речи. Такой бан, например, не позволяет пользователям заходить в сетевые игры или покупать что-либо в целом. Известно это стало благодаря игрокам Final Fantasy XIV, которая ММО, и в которой этот термин обозначает объединение вроде кланов или гильдий, в составе которых игроки отправляются на рейды и так далее. Термин часто используемый как и его сокращение, и этот поворот для игроков в финалку стал весьма неприятным и неожиданным сюрпризом. Также система блокирует сочетания и куски слов, в которых находится что-либо... Да что-либо, пожалуй, исчерпывающее описание. Вот здесь автомодератор Xbox увидел аббревиатуру STD, заболевание, передающееся половым путем. Тут из слова raids он вычленил AIDS, то есть speed. А вот это вообще золото, тут между словами was и stuck затесалась жопа. Как считает издание Windows Central, дело может быть в сокращениях, которые в том числе хорошенько прошлись по отделу технической поддержки. Раз человеков недостаточно, усадили за пульты скрипты, а народ от Xbox все отваливается. Разболтались сегодня всякие издания, вот и Гемацу подкидывает масло и заявляет, дескать, в последнем эпизоде шоу Ryuga Gotoku Studio TV директор франшизы Масайоси Йокояма говорит, мол, уже ищут актеров для новой Like a Dragon. Вот так, в открытую. И также употребляет это не Kiwami 3, хотя рано или поздно и до нее очередь дойдет. Ну и кто бы сомневался после оглушительного успеха предыдущей, изумительной, по мнению Василия Гальперова, игры, которая и продалась отлично. А под занавес хочется чего-то новенького. Но в День смеха придется ограничиться ремастером давно забытого старого. Ураганный бумер-шутер Pout про яростного Кока получит расширенное издание за авторством специалистов в этом деле студии Night Dive. Разъяренный шеф-повар космолета, атакованного чудовищами из межпространственного разрыва. Кок обнаруживает, что его боевые товарищи исчезли, а суфле пригорело. Звучит как завязка для кровавого месива. И на этот раз в 4К при 120 FPS с обновленной графикой и визуальными эффектами, с переработанным управлением, поддержкой современных мониторов, с кучей багфиксов и даже улучшенным геймплеем. Плюс хардкорный режим и 15 ачивок сверху. Выйдет на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch когда-то. А уже сегодня на сайте stopgame.ru узрите текстовый обзор приключенческой Open Roads, новой игры от Annapurna за авторством Алексея Лихачева, и сюрприз, о котором говорил в начале, новый выпуск разбора полетов о слэшере Wanted Dead. Ведущие Василий Гальперов и приглашенный гость Dead P47. Приятного просмотра и доброго дня!